Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. В этом видео покажу новый вариант вязания декоративной салфетки в форме листа. У меня есть видео вязания листов салфеток вот таким интересным фактурным узором. Но новый вариант я связала немножко другим узором, чтобы узор был как из лицевых петелек. И смотрится он тоже интересно. И вот такой получился у меня довольно объемный лист. В этом видео хочу рассказать принцип вязания таких салфеток. В принципе, их техника вязания практически одинакова, но все-таки есть небольшое отличие. Также я отвечу на вопросы под первым видео по вязанию такой салфетки, как изменить размер салфетки, допустим, связать салфетку меньше или больше, как придать форму салфетки, так как она требует как бы растяжки, формирования, чтобы салфетка лежала ровно. Вот эти салфетки я вязала несколько месяцев назад, они уже хорошо отлежались и лежат абсолютно ровно. А вот эту салфеточку я связала недавно, хоть я ее отпарила, все равно, видите, немножко поднимается краешек. То есть все равно ее нужно хорошо формировать, чтобы она отлежалась, и тогда она будет абсолютно плоской. А также порекомендую, какую пряжу можно использовать и какой можно применить крючок для вязания таких салфеток. Лист вяжется в технике тунисского вязания. Чтобы связать вот такой первый листик, видео смотрите по ссылке в подсказке под видео оставляю. Здесь я использовала обычную технику вязания тунисским крючком, но вместо тунисского крючка для вязания самых длинных рядов я использовала одновременно сразу 3-4 крючка, чтобы поднять все петли. Для вязания вот этого нового объемного листа я купила специальный крючок. Вот такой крючок с петлей на кончике, куда можно вдеть нить и на нее скидывать петли. Вот сравниваем с обычным крючком. По сути, это обычный крючок, только вот здесь еще на конце петля. И он отлично подходит для тунисского вязания. Можно использовать и как обычный крючок. На самом деле я заказывала набор таких крючков разных номеров. Вот номер 2,75, 4, и это крючок у меня 6. Буду вязать именно им. Так как я использую полиэфирный шнур без сердечника диаметром 3 мм, он отлично подходит для вязания таких салфеток, дает и блеск, и красивую фактуру, и очень декоративно смотрится с помощью нее из такого шнура салфетки. Я знаю, что многие вязали такие салфетки из джутовой нити, тоже смотрится интересно, фактурно. Также, думаю, подойдет какая-то толстая хлопковая нить, будет смотреться интересно, или любая другая шнурковая пряжа. Пожалуйста, пробуйте, используйте. Любая другая пряжа даст другой эффект, и будет смотреться салфетка совсем по-другому. В этом видео покажу принцип вязания таким крючком, что мне понравилось, к чему я еще пока не приспособилась при вязании таким крючком, то есть его плюсы и минусы расскажу. Итак, приступаем к вязанию. Начало вязания салфетки лист — это круг. И от того, какого размера у вас будет кружок, сколько столбиков выполнено в последнем ряду круга, будет зависеть, сколько рядов вы будете вязать для основной части листа и какого размера у вас получится лист. Здесь я связала кружок 3 ряда.
вначале выполнила начальное кольцо, связала 8 столбиков без накида, затем во втором ряду делала прибавление из каждого столбика, вывязывала 2 столбика, то есть получилось 16 столбиков. А в третьем ряду через одну петлю делала прибавление и получилось 24 столбика. Далее при вязании основной части листа на каждом столбике начального круга мы вывязываем 2 ряда. И в итоге я лист связала за 48 рядов, поэтому он у меня получился достаточно большой. Лист размером 30, даже больше сантиметров в длину и в ширину 28 сантиметров. Если связать кружок больше, то, соответственно, нужно будет больше вязать рядов для основной части. Ну и, конечно, если вы хотите связать меньше лист, вы просто вяжете меньше кружок, меньше столбиков для начального круга. И также вы можете не обвязывать все столбики начального кружка, и у вас получается листик меньшего размера. Прибавление в рядах, то есть я из каждого столбика вяжу 2 ряда для основной части. Я делаю везде одинаково, для того, чтобы лист принимал такую форму. Если вязать меньше прибавлений, то у вас может быть недостаточно длинные вот эти стороны, и тогда лист может сжиматься по краям. То есть сейчас он достаточно хорошо растягивается и формируется. Здесь, конечно, у начального кружка ряды плотно лежат, собираются, поэтому без формировки здесь он как бы принимает такую форму пузыря, а по краям скручивается. Поэтому обязательно после вязания или при вязании какие-то определенные этапы лист нужно формировать, отпаривать, высушивать, чтобы он принимал форму и красиво смотрелся. Начинаю вязание, беру полиэфирный шнур, оборачиваю его вокруг указательного пальца. Пока я использую обычный крючок номер 6, так как здесь не очень удобный кончик для захвата рабочей нити, но для тунисского вязания он очень удобный. А для обычного вязания кружка лучше использовать обычный крючок. Ввожу крючок в кольцо и захватываю рабочую нить. Вот вывожу первую петельку. Далее провязываю одну воздушную петлю и теперь ввожу крючок в колечко и провязываю из кольца 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. И теперь затягиваю колечко, делаю соединительный столбик из первой петли подъема и одну воздушную петлю подъема. Теперь для вязания второго ряда ввожу крючок вот в петлю первого ряда и провязываю первый столбик. И из этой же петли провязываю второй столбик. И так из каждой петли необходимо провязать по 2 столбика без накида. То есть в этом ряду у нас количество столбиков увеличится до 12. Это значит, что для листа необходимо будет провязать 24 ряда. Ну, в принципе, начальный круг можно и не полностью обвязывать. Посмотрю, насколько мне хватит шнура, так как здесь у меня для примера небольшой остаток.
Я провязала 12 столбиков. Теперь делаю соединительный столбик в первую петлю и приступаю к вязанию основной части. Первые ряды можно вязать тем же крючком, а далее уже перехожу на крючок с нитью. Делаю 2 воздушные петли для первого ряда, ввожу крючок вот в первую петельку и в петельку, можно в полупетельку начального кружка. Далее 3 петли с крючка провязываем так. Захватив рабочую нить, провязываем вначале одну петлю, вторую петлю и третью петлю. Крайнюю петлю нужно будет хорошо вытянуть, или можно будет набирать дополнительно одну воздушную петлю, чтобы вот этот край листа не затягивался. Это очень важно. Далее начинаем уже вывязывать узор. Смотрите, вводим крючок не за вот так вот ниточку вертикальную предыдущего ряда, а вводим крючок насквозь между двумя ниточками. Получается, вот вы видите, предыдущего ряда идут 2 ниточки. И с обратной стороны захватываем рабочую нить и вытягиваем на крючок. Здесь из петли, которая шла из начального кружка, мы вводим вот за 2 крайние полупетельки и вытягиваем нить на крючок. Дополнительно еще раз вводим крючок в ту же петлю, второй раз получается в петлю начального круга, вытягиваем новую петлю на крючок. Во втором ряду у нас получается на крючке прибавилась 1 петля. Итак, в каждом новом ряду у нас будет прибавляться 1 петля. Это важно, так как если у вас недостаточно будут расширяться ряды, то тоже лист может не принимать правильную форму. И теперь также провязываем по 1 петле с крючка этот ряд. Провязали ряд, делаю 1 воздушную петлю, или вы можете просто вытягивать крайнюю петлю, но я буду делать 1 воздушную петлю. И провязываю уже 3-й ряд. Точно так же вводим крючок, вот вы видите, между 2 петельками и с обратной стороны захватываем рабочую нить, вытягиваем на крючок. Также из следующей петельки вытягиваем нить на крючок, и теперь из крайней петельки. У нас 4 петли на крючке, и делаем еще 1 петлю, вытягиваем, но уже из следующей полупетельки начального кружка. То есть вновь у нас прибавилась 1 петля в этом ряду, и провязываем назад ряд также по 1 петле. Все следующие ряды вяжутся одинаково. Также в начале делаю 1 петлю подъема, и теперь уже вытягиваю. Смотрите, вот они идут вертикальные ниточки, и вот между 2 полупетельками ввожу крючок. Здесь уже 1, 2, 3, 4, и из этой же точки буду 5-ю вытягивать. 1, 2 петля, 3, 4 и 5. Всего на крючке 6 петель, то есть первая рабочая как бы не считается. И провязываем по 1 петле этот ряд. И вот уже начинаются
складываться узор, как из лицевых петелек. Вновь 1 петля подъема и новый ряд. Также ввожу крючок между полупетелек, захватываю нить с обратной стороны. 3, 4. Вот здесь крайняя петля за 2 полупетельки вводим. И здесь уже за новую петельку, полупетельку начального кружка плюс еще 1 петля. И провязываем по 1 петле. Причем вначале мы провязали 1 петлю, далее уже скидываем по 2 петли. То есть это считается как за рабочую. Но вначале мы провязываем 1 петлю. Так как если вы и вначале будете провязывать 2 петли, то у вас пойдет убавление. Итак, следующий ряд. Вновь вводим крючок за 2 полупетельки и вытягиваем петли на крючок. Крайняя петля за обе полупетельки. И здесь в ту же точку, так как из каждой петли начального кружка мы вывязываем 2 ряда. И здесь обратно провязываем вначале 1 и затем по 2 петли скидываем с крючка. Как вы видите, с каждым рядом у нас удлиняется ряд и прибавляется количество петель. Сейчас я провяжу листик, когда у меня будет длинный ряд, и я начну использовать уже крючок вот с этой нитью. Итак, друзья, я уже провязала 12 рядов основной части листа. При этом я ввязала 6 столбиков начального кружка и уже начала использовать вот этот вот крючок с петлей, с нитью, чтобы сбрасывать петли, так как ряд уже достаточно длинный, и все петли не входят на длину обычного крючка. У кого нет такого крючка, пожалуйста, используйте несколько обычных крючков. То есть набрали петли на 1 крючок, оставляете на нем петли, берете другой крючок и продолжаете набирать петли по ряду, а затем также в обратном направлении провязывайте петли. Я покажу, как вязать вот новым крючком. Также набираем петли. Здесь уже видно, в какие точки нужно вкалывать крючок. В принципе, вот этот вот кончик с таким более загнутым как бы кончиком очень удобный, легко захватывает нить. И вот я, допустим, набрала сколько-то петель, мне уже неудобно. И я просто переснимаю их на нить, перекидываю и продолжаю набирать петли. То есть набранные петли, которые остаются на нити, никуда не деются, они не распускаются. И потом мы их также переводим на крючок и провязываем. Так, здесь я провязываю крайнюю петлю. И из новой петли начального круга вытягиваю еще 1 петлю и теперь провязываю все петли назад. И вот, провязав все петли с крючка, далее мне необходимо вот эти скинутые петли назад на крючок. И здесь, знаете, мне не всегда удается легко и быстро переснять петли, так как здесь достаточно толстый кончик крючка. Может быть, если бы крючок был тоньше, было бы легче, но вот так мне приходится помогать переснимать петли. Конечно, если ряд длинный, такую процедуру приходится делать несколько раз, так как лучше до 10 петель переснимать и затем их уже провязывать. Но таким образом
Даже самый длинный ряд можно вязать с помощью одного крючка. Это, в принципе, достаточно удобно. Вот. И если как бы наловчиться, то и такой крючок очень даже легко использовать. Итак, сейчас я довяжу лист, насколько мне хватит шнура. Может быть, даже полностью у меня обвяжется начальный кружок, и покажу, как я его сформирую. Итак, дорогие рукодельницы, я закончила вязать еще один листик. Такой он получился более яркий, насыщенный. И у меня связался, получается, вот такой комплект. Один большой лист и два маленьких листочка из остатков. Можно оформить такими листиками стол для чаепития. Просто положить листик куда-то на журнальный столик. Можно использовать как подставку под горячие чашечки. Тоже будет удобно и интересно, красиво, оригинально смотреться. Можно связать такой комплект в подарок. Тоже будет, я думаю, замечательный подарок, сделанный своими руками. Интересно смотрится. И очень просто и быстро вяжется. Я надеюсь, вам было все полезно, понятно. Не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал. Спасибо за внимание.